Как бы невозможно пока представить себе, что я абсолютно в голом состоянии буду, не знаю, заниматься джогингом на плае. Через месяц после рождения ребенка я была в жопе. И вспоминая сейчас себя вот в этом моменте, я понимаю, что у меня гораздо больше силы. Да, пошла рожать. Привет, это Радио Аня, и мы, несмотря ни на что, подошли ко второму сезону. Мы будем весь сезон говорить про трансформационные опыты. Делитесь в нашем инстаграме тем, что вы пережили, какие вы катарсисы пережили. Пишите, звоните, смски, инстаграм, ДМ, отзывы. Итак, сегодня мы жестко работаем в тайминге, у нас есть 3 минуты на приветствие. Потому что Ане надо кормить. Ну У нас да. новые водные. Будем тараторить быстрее, пожалуйста, не переключайтесь. Бичевская сделала домашку, представляешь? Вот человек за 4 месяца изменился. Но, подожди, она за это время стала преподавателем все-таки, поэтому для нее теперь это нормально. Сейчас я вам преподам тут. Ты и раньше это делала, давай все-таки. Не нагнетай. Ну, рассказывай, что Я попробовала даже формулу свою вывести того, что меня трансформировало этим летом. И она состоит из нескольких вещей. Первое, я сходила на тантру. Тантра — это учение про энергию, и мне кажется, что мне получилось каким-то образом высвободить какую-то вот эту витальную свою энергию, что позволило свершиться всему остальному. Как бы что я в этот коктейль добавила? То есть вот поднялась энергия, я поехала на трансформирующие фестивали. Да, это был «Огонек» и «Burning Man». Что клево в этом? В том, что это, по сути, такой no man's land, как бы идеальный мир, который существует по другим законам. В некотором смысле это такой типа взрослый Диснейленд. То есть я почувствовала себя там человеком, как в детстве, что тебе все готовы там тебя угостить, накормить, попоить, развлечь, интересуются твоей жизнью. В обычной жизни ты такого часто не встретишь, да, что вдруг люди идут, не знаю, по параллельной улице и вдруг видят, что ты такой хочешь пить, а они перебегают улицу и говорят: хочешь пить? На бутылочку. А это как бы там как бы нормально. У меня не было моего такого опыта, но моему другу, которые вышли в момент холода еще в шубах на рассвете, а потом вышло солнце, там быстро становится жарко, они идут, тащат эти шубы еле-еле, и человек к ним подъезжает с другого там конца плая, подъезжает и спрашивает: ребят, жарко стало, не хотите водички попить? Вот эти 10 принципов, они супер круто разворачивают людей друг к другу. И это очень крутой опыт. Какие 10 принципов? 10 принципов Burning Man. Радикальная самодостаточность, как бы отсутствие коммерции и рекламы. Там, в общем, люди придумали такие правила, которые заставляют человека проявляться, думать про других. Соответственно, эти 2 фестиваля, в которых тебе нужно как-то найти свой образ, это тоже отдельная практика. Вот, понять, кого ты хочешь там типа представить, выделить эту часть из себя. Вторая, как бы ты попадаешь в это супер теплое, поддерживающее пространство, где вообще тебя никто не осуждает. И в моем случае я и на огоньке, и на Бёрне на самом деле увидела ограничения свои как раз. Приведи пример, пожалуйста. Ну, не знаю, как бы, то есть для меня как бы невозможно пока представить себе, что я абсолютно в голом состоянии буду, не знаю, заниматься джогингом как бы там на плае. То есть там есть, например, такие ребята, которые в 6 утра бегают голыми, типа а-ля марафонцы. Вот на огоньке люди ходили некоторые полностью голыми только в резиновых сапогах по грязи, потому что там был бесконечный дождь, и все развезло. И для меня целая была эпопея как бы раздеться на Burning Man, хоть как-то раздеться, потому что там невозможно ходить упакованным, потому что там плюс 40, и тебе нужно ходить там, не знаю, в трусах и лифчике. Это не просто так, как бы там придумано не потому, что всем хочется себя как-то продемонстрировать. Может, и это, конечно. Я охреневала от того, как люди себя проявляют, и это все время тебя наталкивает на какие-то мысли о своих собственных как бы ограничениях или о том, что у тебя вот такое мышление было, а вот здесь человек проявляет вот такое мышление, и это типа клево. Ты можешь тоже стать этим творческим человеком и найти это творчество внутри себя, даже если ты всегда считал себя не творческим человеком. То есть понятно, что, возможно, это не произойдет с первого раза. Обычно вот этот первый раз попадания в такую среду скорее показывает тебе, что ты такой зашоренный и свои границы. А на следующий раз, если ты не убежал, не испугался и больше решил туда никогда не возвращаться, то второй раз ты уже поймешь правила игры и сможешь, возможно, как-то к себе прикоснуться и вытащить что-то, что можно людям другим отдать. Третья вещь, которая сыграла в этом году у меня решающую роль, это музыка. У Бёрна есть свое звучание, и оно типа
про некие шаманские штуки, про определенное количество барабанов, некий ритм. То есть, по сути, это в Да, я некотором думаю, смысле что, такая... кстати, с BPM связано, потому что там же, ну, BPM, почему? Да, частота бита, Да. и она же с сердцем. И как бы тут ты и ловишь синхронизацию с музоном. И вот я поймала такую штуку, то есть как бы я на бёрне вообще безостановочно практически танцевала, и у меня хватало энергии, такой какой-то был самовозводящийся инструмент. Но я теперь не могу остановиться слушать эту музыку. Вот как бы я бегать начала с этой музыкой, ходить, я стала больше гулять просто для того, чтобы находиться в этом пространстве. Вот, собственно, музыка плюс танцы оказались очень классной техникой. И как бы еще два момента в этом всем коктейле. Это то, что я еще сходила сейчас на работу с тенью и увидела, как по-другому можно тоже решать свои вопросы, когда ты не к мозгу обращаешься, не пытаешься вскрыть подсознание, а через какое-то проживание того момента, который может быть травмирующим, можешь переписать как бы реакцию, потому что для мозга то же самое, как бы это то же самое, как это случилось в реальности, или вот вы здесь в игровой как бы там лаборатории как бы проиграли это то же самое, перезаписали итоги. Ну и последняя штука — это терапия, которая позволяет тебе вот этот весь микс осознать, разложить, может быть, по каким-то полочкам, и в моем случае еще сторителлинг переписать. Можешь ли ты сказать, что это самый трансформирующий период в твоей жизни? На данный конкретный момент, да. Мне кажется, что мы еще забываем многие эти вещи, да, и, скорее всего, я уже могла 10 раз так ответить на этот вопрос, что это мой там лучший трансформирующий опыт на этот момент. Я не прошу тебя расписаться кровью и сказать: все, если вдруг ты когда-нибудь еще так думал, сейчас ты сгоришь, просто у тебя рука левая отвалится. Ну, как бы это же не такой... У меня реально как будто бы появилось больше энергии на то, чтобы фокусироваться. Из какого-то тумана начала появляться ясность по каким-то вещам, по которым давно я не могла там для себя что-то определить. Я стала четче, я стала иметь возможность структурировать информацию, то, что меня раньше сильно пугало. Сейчас я потихонечку эти способности наращиваю. Я еще перестала... Я поймала себя на том, что в какие-то моменты, когда что-то случается не так, как мне хочется, раньше я очень много тратила энергию на такие типа стенания «Почему?» типа из этой оперы. А сейчас я на это смотрю, понимаю, окей, что из этого можно выжать для того, чтобы двинуться дальше. То есть я перестала сливать энергию на то, чтобы как бы в очередной раз там почувствовать, что мир ко мне, сука, несправедлив. А ты с кем стала? Кем я стала? Да. Я, да, собой. Ну, как всегда, лучшей версии себя. Чем докажешь, что ты стала собой? Кайфую. То есть это главный критерий. Она реально прокачалась, просто уделала как на каждом пункте. Если бы я давала интервью какому-нибудь Дудю, это было бы самое тупое короткое интервью в мире. Да не, на самом деле просто вот у нас же домашка была вспомнить, что за трансформация с нами произошла за тот период, пока мы были по отдельности друг от друга. Я поняла, что не было никакого кульминационного момента. Была просто жиза, которую я жила. Причем, что важно, мне кажется, что впервые с начала пандемии началась какая-то более насыщенная жиза, потому что я поехала путешествовать на 1,5 месяца, я слетала в 3 страны, у меня впервые был за 2 года, наконец-то, профильный офлайн проект, где я делала поп-ап-клуб. Это, ну, как бы, в принципе, то, чем я занимаюсь, как бы, на самом деле. И вот это возвращение к насыщенной, классной жизни, плюс, как бы, совмещенное с достаточно успешным продолжением терапии, звоночек, просто возвращение Бруевич в чат. Катарсиса не произошло. Я жила, и в какой-то момент такая, оп, что-то поменялось. А я вот прям чувствую, что поменялось. Прикольно. Я вот вчера тоже думала, что было для меня максимально трансформационным. Это, конечно, то, что я сейчас переезжаю в свой собственный домик, в свою собственную квартиру, и я делаю там ремонт. И я сделала ремонт, и ремонт мне помог сделать папа. И у меня случился невероятный бондинг с папой, просто как бы ультимативный. И я поняла, насколько это важно для девчонки иметь рядом с собой фигуру папы, который как бы сделает для нее все, который будет о ней заботиться, который будет переживать за ее благосостояние, который реально будет готов
тратить свое время как бы на то, чтобы обеспечить ее благополучие. Ко второму сезону мы наконец-то подошли к теме Daddy Issues. К теме папы докопали с мамами. Да, ну как бы мама — это вообще все херня, я считаю теперь, потому что вот эта история Daddy Issues, она просто абсолютно универсальная. И я не знаю, почему мы раньше ее не поднимали, на самом деле. Но вот для тебя в контексте того, что у тебя дочка, мне кажется, это реально очень важно. И Букрею, конечно, предстоит еще конкретный замес и разобраться с собой тоже в этом смысле, как батя. Ну, реально, как бы отношения дочери и отца — это абсолютно фундаментальная вещь. И что я поняла, что на самом деле, когда появляется такая фигура отца, которая оказывает безусловную заботу, когда девушка с ней сталкивается и находит с ней контакт, настолько попускает вообще все в отношениях с мужчинами, остальное, потому что как бы... Ну, в принципе, мне кажется, что мое поколение, оно уже находится на пике вот этих вот невротических отношений, которые там и Вуди Аллен, и как бы «Секс в большом городе», и другие артефакты популярной культуры, которые нам это все показывали. И я думаю, что у вас это как бы, в принципе, тоже было про невротические отношения между мужчиной и женщиной, когда женщина догоняет мужчину, и вот это все, и как бы женщина подстраивается. Я абьюзер. Ну, тебе повезло, что ты абьюзер, а не тебя абьюзят. Вот, и вообще... Попробуй как-нибудь что-нибудь другое для разнообразия. И вообще еще особенно как бы традиция русская у женщины как бы бежать за мужчиной, подстраиваться под мужчину и как бы делать себя под мужчину, чтобы он не ушел. А тут ты как бы видишь, что, ну, вот эта модель отношений отца и дочери, когда отец абсолютно проактивен, забота безусловная и любовь абсолютно безусловная, и уходит ощущение, что то, что ты подстраиваешься под мужчину, это условие благополучных отношений. Вот. Моя личная история, у меня именно такая ситуация, в которой, безусловно, любви не было, и есть дыра, которая, как говорят психологи, никогда не будет залатана, но это в некотором смысле для меня источник постоянного развития, ну, как бы какого-то дайвинга внутрь себя. Но ты же ведь со Стасей много поработала все-таки над этим. Подожди, это все равно, к сожалению, это нерешаемая история. А дело не в решении, дело в том, что ты научилась использовать эту дыру. Ты не бездумно ее как бы запихиваешь туда, какой-то хлам, или даже не хлам, а золотые слитки, но ты как бы пользуешься этим как ресурсом. Именно об этом. То есть я про это и говорю, что как бы это все-таки, извини меня, годы терапии для того, чтобы добиться этого. Собственно, как раз об этом и хочу сказать, что это может стать поводом для того, чтобы, там, условно, в моем случае я все время ищу связь с людьми, ну, как бы, которой у меня, наверное, не было, поэтому я ее сама с собой все время как бы создаю эту связь с самой собой и с другими людьми. И это сделало меня тем, кем я стала, и я, на самом деле, достаточно неплохую функцию для мира, в принципе, выполняю и кайфую от нее. То есть, как бы моя эта дыра, по сути, она для меня сыграла роль выработки неких сверхспособностей, потому что, ну, как бы, как есть такая фраза о том, что извлеченная травма есть благословение, потому что ты, работая на какую-то тему, вот с этой испорченной линзой, ты начинаешь видеть какие-то детали, на которые другие люди, у которых этой травмы нет, никогда не обратят внимания. И есть термин еще сверхнормальный. Это травмированные люди, которые научились существовать со своей травмой. Потому что у тебя в любой травме есть обратная сторона, это твоя суперсила, которую ты используешь, безусловно. Вопрос, я говорю, куда мы идем? Где вот эта вот точка, в которую мы хотим прийти? Она точка про комфорт, про гармонию или про то, чтобы менять мир? Ну, то есть мы как ее определяем? Да, то есть мне кажется, что история про менять мир — это все равно гипертрофированная реальность. Супергерои — не психологически здоровые люди. Objection. Что такое супергероизм? Давай чуть проговорим про точку. Мы сегодня говорим про трансформации вообще, вот про точку комфорта. Что значит комфортная, гармоничная точка? Это точка, в которой мне хорошо с собой, мне хорошо с миром. А есть вот, пункт С, я не хочу ничего менять, мне хорошо здесь. Здоровые психические люди не стремятся изменить этот мир, потому что им с ним окей. Это не значит, что они не действуют. Это не значит, что они валяются на кровати. Но у них нет этой потребности «я хочу менять мир». Помните, в самом начале нашего первого сезона мы обсуждали, что мы втроем хотим поменять мир. Это 3 больных эго, которые говорят: «Я не верю, что меня здесь могут любить. Я не верю, что я имею право на существование в этом мире. Я должен что-то сделать для того, чтобы меня долюбили». Вот, 3 маленьких Ани встретились и говорят с этой позиции.
Моя личная история опять как будто бы не укладывается в шаблон. Мне нравится взаимодействовать с людьми. Для меня люди, например, имеют гигантское значение. И мне хочется что-то им давать. Возможно, это гиперкомпенсация. Подожди, ты говоришь про себя. Ты сейчас не говоришь, я хочу спасти мир. Ты говоришь очень простую вещь. Ты говоришь, мне нравится взаимодействовать с людьми. Офигенно. Это про тебя. Здесь нет попытки спасти мир. Мы говорим, что есть две разные точки. Мне нравится, допустим, помогать женщинам, которые прошли, там, я не знаю, домашнее насилие. Я просто посмотрела сериал «Уборщица», и у меня это такая горящая тема. Ой, я тоже после него полезла сразу смотреть, что можно поделать. И вот, например, позиция «я хочу, мне нравится помогать», она абсолютно нормальная, тут нет ничего. Ну, как бы, меня это задевает, я понимаю, что я хочу делать, там, я чувствую себя увереннее, чувствую себя спокойней. Но вот вопрос, когда ты сидишь из позиции «я даже не знаю, что я хочу сделать, но я хочу, чтобы этот мир меня запомнил», вот, наверное, здесь начинается супергероизм, потому что ты идешь не из того, что мне хочется, а вот что-то сделал для мира такое, чтобы я наконец-то здесь, казался значимым. И на самом деле это может проявляться в разных масштабах, потому что если откатиться к тому, с чего я задала эту тему, то вот эта гиперкомпенсация как раз-таки отношений с отцом, когда женщина преследует, это моя логическая цепочка, может быть, она с психологической точки зрения не очень правильная, но когда женщина преследует мужчину и начинает его как бы окутывать и там делать... Подстраиваться? Ну да, как бы и свою собственную жизнь заглушать ради того, чтобы ему предоставить комфортную зону, условно говоря, вот он и супергероизм, опять же, который проявляется, когда как бы не надо этим заниматься совершенно. Ну да, получается, супергероизм — это когда я отказываюсь от себя. Да, для того, чтобы делать что-то для кого-то, для множества людей. Прекрасный заход к материнству. Молодец! Мы наконец-то закончили подводку и подошли к самой главной теме сегодняшнего дня. Фу, погнали. Букре родила. Конец истории. Так, рассказывай про свою трансформацию в материнстве. На самом деле, правда, шикарная подводка, потому что одним из самых трансформирующим опытом является то, что вдруг в твоей жизни появляется какое-то существо, человек, который для тебя важен не только так же сильно, как и ты, а важен больше, чем ты. И в этом как будто бы нет болезненности. Когда я читала об этом, будучи беременной, я думала, какое говно, ну серьезно, ну что за гиперопека, что за издевательство над личностью женщины. А потом оказывается, что да, действительно, ты существуешь ради другого, ставишь кого-то выше себя, и это очень прикольно. Но я проводила очень интересно, через месяц после рождения ребенка я была в жопе. Ну, реально в жопе, в абсолютно депрессивном, уставшем состоянии. У меня не было силы и каких-то даже моральных желаний на то, чтобы жить. Я пошла к терапевту, естественно. И мне дали очень крутое упражнение. Я перечислила все роли, которые есть у меня в жизни. Ну, то есть Аня любовница, есть Аня мама, есть Аня жена, есть Аня исследователь, Аня консультант, Аня друг, Аня дочь мамы. То есть вот у меня там, по-моему, получилось роли 11. Мы их раскидали по полу фломастерами, я в каждом из них встала, посмотрела, какая роль у меня страдает. У меня, например, есть роль «я красивая». Это когда я социально такая в платье, напидоренная, накрашенная, с укладкой, выхожу куда-то там на тусовки и веду смолтоки с людьми. Очень сильно переживаю, но и получаю от этого очень большое удовольствие. В чем заключается трансформация? У тебя появилась новая роль, которая очень сильно захватила всю твою личность. И у тебя начинают слабеть другие роли. Вообще, в принципе, мне кажется, трансформация — это когда в твою жизнь какая-то роль либо добавляется, либо она просыпается, становится активированной, либо сильно меняется вот эта вот ролевая картина твоей жизни. В чем трансформация материнства? Ты до момента, когда тебя не кладут этот кулек из тебя на живот во время родов, ты не осознаешь, что ты будешь мамой. Вообще. И оно происходит очень резко. И дальше мозг начинает переставлять, то есть всю твою личность переколбашивает. Оно убирает то, что сейчас не нужно, что сейчас неэффективно, то, что жрет ресурс, подключая другие роли и так далее. То есть там любовница, до свидули, пока мы откладываем эту роль. Там, я не знаю, роль исследователя. Давай сюда поближе, ты будешь сидеть и гуглить, можно ли мне на ГВ есть борщ. Ага, понятненько. Кайф в том, что это очень доступно опыт. Я считаю, что он важнейший для женщины, потому что, во-первых, осознать для женщины? Опыт. Материнство. Да. Вспоминая сейчас себя до,
И вспоминая сейчас себя вот в этом моменте, не вспоминая, а ощущая, я понимаю, что у меня гораздо больше силы. Потому что, во-первых, мне есть 100% ради кого жить. У меня и было и до этого ради кого жить, но есть кто-то, кто от меня зависит очень сильно. Он зависит от меня не только физически, он зависит от того, чтобы я была гармоничной. Для него важно, чтобы я была успешной так или иначе, потому что я буду спокойна. Ну, то есть вдруг мое существо стало для кого-то настолько важным. Все полностью вместе с работой, с реализацией. И при этом, которое привносит в твою жизнь счастье, потому что ты можешь... Я успела закрыть 2 рабочих проекта при этом за этот период. И там где-то полный косяк, менеджеры провалили сроки, отваливаются там необходимые интервьюеры там, и так далее. А ты такой как бы здесь переживаешь, подключаешь с точки зрения деятельности, потом отворачиваешься такой, какая интересная колбаска тебе улыбается. И все, у тебя нет никаких переживаний. А как ты относишься к тому, что есть мнение, что заводить детей — это из эгоизма? Может быть, кто-то заводит детей из эгоизма. Это, как сделать так, чтобы опыт родительства был не из эгоизма? А какая разница? Важно не присваивать себе своих детей. Как только ты ребенка выпускаешь из своего тела, он становится отдельным человеком, ты в него вкладываешь, но... Есть стадия развития ребенка по Эрику Эриксону. Все кризисы ребенка — это кризис мамы в том числе. То, что в начале у тебя слияние абсолютное тебя и ребенка. Твой ребенок не способен вообще к существованию без тебя. Но ребенок в первый год начинает ходить и говорит: я хочу вот это, и такой и пошел от тебя. Тебе нужно пережить момент, что он от тебя в принципе может отойти уже. Потом есть 3 года, когда ребенок начинает рассказывать о своих желаниях, и тебе нужно пережить момент, что он не готов уже делать только так, как ты хочешь. Потом есть кризис 7 лет. Ты же также переживаешь кризис ребенка. Вот посмотреть на мам, кто сложно переживает кризисы детей, там было много эгоизма в начале. Но ребенок тебя перекрутит, выжгут просто нахрен. Не факт, или родитель перекрутит ребенка, и потом будет травмированный человек ходить как бы по свету и тыкаться во все углы. Знаешь, чем самая огромная разница? Я помню наш подкаст про мам, и вот сейчас, типа, у меня мало, ребенку 3,5 месяца, ну это типа прям совсем фигня. Но я уже ощущаю громадную разницу восприятия этого. Это в том сообщении, которое тебе написала мама после подкаста. Ты просто человек, ты такой же человек. И, безусловно, я как мама, и ты как мама, и Анька, если она будет мамой, будут нарушать границы другого человека. Моему ребенку сейчас хотелось бы тусить вместе со мной, но он гуляет с папой и не ест мою сиську. Но я, тем не менее, сижу здесь и выбираю себя, хотя я знаю, что ему хуже. Очень сложно отпускать. А вот в этом дальше начинается: родить ребенка не больно. Быть беременной вообще офигенно. А дальше мне будет хреначить на каждом из этапов, и я это прекрасно понимаю, мне будет очень больно. Я знаю, что на каждом этапе мне будет больно, в котором я буду позволять пытаться наслаждаться тем, что мой ребенок растет. Это сложно, это правда очень сложно, потому что шанс свалиться в гиперопеку, он очень большой, и дальше будет происходить по-другому. Но при этом я буду возвращать саму себя. И это будет уже другая часть этой трансформации, потому что сначала ты вдруг осознаешь, что ты живешь для кого-то, а потом ты вдруг вспоминаешь, что еще есть возвращение к себе. И мои интересы тоже становятся важными. Они увеличиваются у тебя в процентном соотношении. Получается, очень универсальный какой-то смысл и цель в жизни абсолютно. Да. Абсолютно объективный. И он понятный, понимаешь, он очень возможный, он очень... Вот. Да! Пошла рожать. По сути, это такая большая трансформационная игра длиной в жизнь. Да. В которой играют 2-3 человека, в зависимости от того, там есть папа или нет, и сколько детей там, ну и так далее. Но это какая-то лила практически, да, в которой тебе нужно каким-то макаром, чтобы были овцы целы, волки сыты, да, потому что не должен ни один игрок пострадать. И это, конечно, такие шашки или шахматы, в которых очень сложно. Но при этом, наверное, если смотреть на это таким образом, это, наверное, самая крутая трансформирующая игра, очень сложная, и не все игроки дойдут до позитивного финиша. Но, опять же, и в этом тоже как будто бы есть такая мудрость Вселенной там, и мудрость нашей жизни, потому что все то, что протравмируется, станет сверхспособностями в другом поколении, и это поколение сделает что-то еще. То есть, условно, мы все время, развиваясь, немножечко нарушая чужие границы, создавая травматические опыты и так далее, развиваемся. И это супер круто. И вообще, если
честно, супер прусь от того периода жизни, в котором я сейчас оказалась, потому что, слава богу, мы дошли до того, что начали копаться в собственном как бы устройстве, не только с точки зрения, как у нас там почки, печень, сердце функционирует, а как у нас функционирует то, что делает, по сути, нас людьми. Вот, и это офигенно крутая штука. Наверняка мы наворотим каких-нибудь потом делишек страшных, но сейчас это супер интересно, потому что вдруг люди осознали, что помимо вот этой внешней части игры, есть еще дохрена игры внутренней, как бы, и туда можно заходить, там вообще супер круто, и многие люди, которые там открыли в себе эти залежи субличности, какие-то там сценарии и так далее, очень часто потом не готовы выбираться во внешний мир, потому что и там так клево, типа, и даже выходить неохота. И только если ты как бы в некой метапозиции можешь посмотреть на то, что да, мне сейчас некомфортно, мне сейчас как бы там, не знаю, нарушаются мои границы там, и так далее и тому подобное, как бы если ты не сможешь это посмотреть как из метапозиции, что это нужный опыт для трансформации, ты этот опыт можешь не получить никогда через деятельность, ты просто будешь от него бежать. Мне кажется, что метапозиция — это типа 0,00001% населения. А еще есть бабушки, например. Опять же, понимаешь, нет, серьезно, это очень важно. Ну, то есть раньше метапозиция и мудрость была социально отнесена к старшим поколениям, потому что мы первое поколение, которое оказалось в разрыве вообще, в принципе, от семейных связей, в таком сильном. У тебя был человек, к которому ты мог прийти, который тебя любил. У тебя есть несколько важных установок. Тебя этот человек любит, он тебе заботится, он тебя переживает, и ты говоришь: короче, я вот, понимаешь, за Ваней бегаю. Я ради него косы отстригла, платье отстригла. Ну, короче, все сделала, а он все равно любит Маньку. Она говорит: да плюнь ты на него и разотри. Вот она, блядь, мудрость веков. Вот она, метапозиция, понимаешь? И она тебе скажет: достойна ты большего, не смотри туда, ради мужиков больше. Не стриги волосы, я не знаю, что-нибудь. Я к тому, что просто сейчас мы остаемся одни, очень сильно одни, на самом деле. Очень много чего было развалено. Государство, которое нам давало какие-то точки опоры, семейные отношения, религия, еще что-то. Нам некуда пройтись. И вдруг, как бы, и тут мы, естественно, начинаем растить метапозицию, потому что у нас нет ее в другом месте. Церковь имени себя. Ну да, скоро мы все будем Да, как я лично как бы собираюсь туда достаточно быстро прийти. У меня есть стойкое ощущение, что вот за этот год я могу по-настоящему сказать, что я чувствую, что я повзрослела. Возможно, это история про то, что я начала вот эти формулы разбирать. То есть у меня это все начало превращаться в некие формулы, что, куда и к чему это приводит. Ты как бы во все эмоции смотришь и думаешь: интересно, до сих пор эта штука работает, оказывается, никуда не делась. Не в смысле: я плохой человек, я чувствую это, там, или я не умею справиться с этим. Ты просто: окей, эта штука до сих пор работает. Я в нее все равно ныряю, я за ней наблюдаю, меня отпустит, наверное, в какой-то момент. То есть вот это вот ощущение, что это не навсегда, наверное, это тоже очень важный момент. Неисповедимые пути Господни. Интересно, как мы плюс похожим результатам приходим разными путями. Кто-то поездкой на Burning Man, кто-то 16-часовыми родами. Я тоже чувствую себя гораздо более взрослой. И тоже потому что вдруг я научилась смотреть на мир. И мне кажется, что раньше я этого не замечала, что у меня все было сконцентрировано вокруг моего восприятия мира. И каждый человек оценивался именно с точки зрения меня. Какие у нас с тобой взаимоотношения, какое ты меня делаешь. А сейчас вдруг оказалось, что да это не так уж и важно на самом деле. Ну, как бы ты просто существуешь вне зависимости от того, от меня вообще. Мир существует вне зависимости от меня, и он прекрасен. И стало гораздо проще смотреть на людей, думать о них, воспринимать их, любить их. И прикольно, что это вот так по-разному происходит. У меня на Бёрне был такой момент очень прикольный. Про опять это можно как картинку для трансформирующего опыта. Я в какой-то момент поймала там состояние другого видения того, что происходит. То есть обычно мы видим часто не феномены или что-то, что происходит, а наше представление о том, что происходит. И мне удалось на Бёрне поймать момент, когда я просто принимала через глаза и уши все, что условно во внешнем поле происходило. И у меня был очень прикольный эффект. В тот момент, когда я поймала, как-то вот сонастроилась с местом и временем вот таким образом, у меня ощущение было, что у меня начинает расширяться тело, что я становлюсь больше.
И это очень крутая штука, что если мы перестаем сопротивляться или проекциями мыслить, мы очень сильно можем расти. Как только мы перестаем все зачислять в какие-то столбики, описывать это хорошо, плохо и так далее, а просто ты принимаешь, это дает такую гигантскую способность наполнения, расширения. Прикольно, тебя то есть и так когда далее. ты перестаешь интерпретировать. Мне кажется, я так понимаю, что это и есть смысл тантры, поэтому она становится такой популярной, потому что я все чаще про нее вижу, потому что ты просто заканчиваешь интерпретировать. Хорошо или плохо — это важные понятия, но они человеческие. Ну, то есть они — это производные человеческого ума, человеческого социума, они постоянно пересматриваются, особенно сейчас, в период турбулентности, когда мы пересматриваем норму. А что, если нам вообще перестать это называть? Ну, то есть вот это вот клевая точка, из которой ты потом можешь пойти существовать. Может быть, поэтому я сейчас так бастую против интеллектуализации, потому что мне всегда нужно было как раз все разложить, все понять, во что-то погрузиться. Ну, то есть, а вдруг мне оказалось, что да не всегда обязательно, это не единственный путь, есть много разных. Можно просто ощущать, можно просто перестать это называть, можно перестать это, придавать этому какой-то Дополнительный смысл. дополнительный смысл, да, и облекать это в слова, в формулы, в правила, да, в догмы какие-то. Оно просто может быть. И вот это тоже оказалось очень почему-то для меня стабилизирующим в этом мире, потому что когда ты перестаешь как бы мыслить категориями хорошо или плохо, то мир просто начинает течь сквозь тебя. И ты такой: вот это потом. Ну что, с вами была Радио Аня. И мы все, что хотели сказать, сказали. Нет, это вряд ли. Мы все, что мы хотели сказать за первый эпизод. Это тоже вряд ли, ну ладно.